Всем здорово! Сегодня встречаемся с Василием Марковским, опытным бригадиром, рубщиком, универсалом, так как он у нас делает еще и крыши. Это такой очень немаловажный момент, когда человек не просто рубку ведет, а еще и может крышу сделать на этом же срубе. Хотелось бы, задать пару вопросов, как он здесь очутился, почему именно здесь у нас на площадке. По техническим каким-то моментам, может быть, что-то расскажет нам интересное. Вот. Ну и вообще, в принципе, то есть я считаю, что каждый мастер здесь, находясь у нас в деревне, именно это 80 километров от райцентра в таежную, так скажем, зону ехать. Это, в принципе, как такая, можно сказать, изюминка этого места. Ну расскажи, то есть как появился, сколько срубов сделал, каких, ну где не надо рассказывать. Вот, и почему у нас на площадке остановился? С рубами занимался я периодично, то есть это не то, что я там прям начал там, допустим, в 2008 году и как-то, и закончил, вот сейчас продолжаю. Нет. Получается, что я в 2008 начал, тогда научился, причем никто не знал, что я не умею. Просто я пришел, и мне приятель сказал: да я, говорит, тебя научу по ходу, ты там, главное, не говори никому. Особо не косячил? Да. Ну и так получилось, что как-то влился в бригаду. Ну, конечно, медленнее работал. Вот, у меня там был коэффициент в начале. Ну, нормально. Вот, сколько? Года 2 я поработал. Где-то с 2008 по 2010. Вот, а потом, так как я, в принципе, мне было интересно научиться в строительстве разным навыкам. Ну и так просто предлагают крышу. Я ничего не умею. Просто иду, берусь, делаю и по ходу учусь. То есть, жизнь как-то особо не представляла каких-то большого какого-то выбора там, что я хочу делать, что не хочу делать. Вот была крыша, пошел, научился, сделал. Самое главное, чего не боялся никогда, это ответственности. То есть, какая бы задача ни стояла, я старался ее сделать. Ну, естественно, что по времени это не было так вот прям очень быстро прям, но делал всегда, как-то получалось хорошо. Слушай, а постенбим же намного требует, так скажем, умственной деятельности, нежели просто рубка. Как научился, так скажем? Потому что я видел объект твой, там был постенбим какой-то, там крыша, то есть я так поглядел, так где-то что-то мы проходили мимо. Думаю, вот это достойно. То есть мне понравилась именно линии, формы, объект понравился, он такой целостный для меня был. И потом мне сказали, что это ты делаешь. Вот я обратил внимание. Про постик расскажи, то есть как дошел. Ну, я не знаю, про какой объект говоришь ты, я работал у этого. Это мы вырежем. Вот, да. Короче, работал на соседней площадке, и, в общем, там мы делали ферму, стойки, но там, то есть, серьезного постика не было. Ну там, да, были какие-то фрагменты такие. Да. То есть, как научился? Просто те навыки, которые у меня были приобретены, то есть я же знаю, что такое плоскости, то есть так как я крышами занимался. То есть у тебя начально это были крыши, да. Перед срубами, да? То есть, перед постиком, да. Перед срубами, да, до срубов я занимался крышами. И поэтому, так как я знаю основной принцип разметок на крыше, что такое плоскость, как она куда должна приходить, то есть сам принцип понимаю, то дальше уже остается, прикладная часть, как там спилить затес. Да, как это все сделать, то есть это уже, подогнать детали. Подогнать детали, это уже, такие задачи, которые, у меня тоже эти навыки наработаны, просто, получается, это надо было совместить, то есть навыки работы на крыше и навыки рубщика. Вот, и как-то вот это все вместе у меня, Я просто какие-то технические нюансы, которые профессионалы по постенбиму знают, я, возможно, где-то еще плаваю, не догоняю, потому что, это опыт просто. Да, это опыт. У них-то это наработано, они дом за домом делают, а ты в это вникаешь заново, проходишь сам. Да. Я просто спрашиваю, почему, потому что многие задают вопросом, как начать делать, как там научиться, то есть, может быть, подскажешь, с чего начать, да, как в эту тему входить, постенбим.
Ну, надо знать какие-то базовые навыки рубщика, если они у человека в принципе присутствуют. Что такое ось, что такое плоскость, как она должна выглядеть. То есть, ну, вот эти вот базовые навыки, если есть у человека, то он может научиться делать постик. То есть точно так же, как я сейчас по ходу что-то дорабатываю, учусь. Вот. Если есть представление о том, как оно должно все работать, как оно должно все выглядеть. Вот. Если вообще представления никакого нет, то сначала бы я порекомендовал позаниматься рубкой. Просто вообще, то есть научиться какие-то прикладные моменты делать, там паз вышибать, по высотам набирать. Кстати, очень полезно набирать бревна. Это вот я вот каждому рубщику рекомендую просто вот вести срубы. То есть какой-то вот брать, какой-то не стесняться прям угол, и вместе с бригадиром параллельно его, ну, то есть учиться набирать бревна, потому что такой навык полезный. Вот, когда... То есть расположение бревна в строении, оно Да. важно, как бы Да, ты да, да. считаешь? Я считаю, что это важный навык, который очень пригождается в принципе, и то есть когда ты... Не просто от фонаря взял там какой-то, поставил, Да, прирубил, да, потом да, следующее на него накинул. Ну, то есть ты должен, это какой навык? Это, во-первых, визуальный навык нарабатывается, когда ты просто видишь уже, ага, заходишь на сруб, куда должны бревна прийти, смотришь, ага, ты уже знаешь, так как навык нарабатывается, куда какое бревно примерно положить. Ну, из расчета ты знаешь диаметр, знаешь, какие примерно комли, и ты уже понимаешь, какие у тебя есть палки. Ты их обсмотрел, и ты уже доходит до того, что вот у тебя лежит там 10 палок, и ты уже прекрасно видишь, куда какое пойдет. То есть этот навык очень полезный. Потом качественно тоже пилить, рубить, то есть вот это вот дотошность Владение нужна. пилой, Владение рубанком, пилой, там, прочее. рубанком, Разметку да. сделать, потому что на срубе тоже есть плоскости и все вот это. Вообще, ребята, я вам так скажу, что рубка, постик — это все нюансы. То есть просто какие-то базовые навыки, да, это здорово, но очень важно грамотно подходить к нюансам. То есть понимать, что какая-то плоскость, чтобы она пришла вот в эту плоскость, нужно знать еще, как ее туда довести. То есть Под где-то углом. там подшлифовать, там где-то заранее чуть запас оставить. То есть если это все, ну как-то сказать, это все в голове не держать, то будет получаться большие ошибки, будет получаться халтура, которую потом надо будет переделывать там. А это, считай, ну переделать, это палку менять, куда-то что-то выбрасывать, что-то, ну куда-то. То есть здесь важно не спешить, особенно в каких-то ответственных моментах, хорошо все продумывать и использовать свои навыки в том, чтобы в итоге все приходило туда, куда нужно. Ну как занесло-то тебя к нам вообще? Расскажи. Сюда на площадку? Ну да, ты же как бы тут поездил. Ага. Ну, на площадку занесло, ну, по банальным причинам. Нужно было... Я дополню, не то, что занесло, как бы, их много, да, вокруг площадок. И даже в соседних городах, да, то есть есть машины, можно подъехать, там работать, тем более ты вроде как не женат пока, да, еще. Да. То есть, ну, а что это именно здесь? Ну, потому что нужно строить дом, а когда работаешь, выезжаешь куда-то вахтовым методом, не успеваешь ничего просто здесь делать. Так еще дома. есть площадки, еще 3 штуки тут. То, что там, на тех площадках, да как-то здесь была работа, пошел сюда, а туда как-то не звали особо, на те площадки. Мне не нравится политика, ценовая в том Сейчас числе. это, ты лучше у одной площадки мне не нравится политика, у другой там то-то. То есть Хорошо. Ну, у одной площадки мне не нравится политика, у второй площадки, ну, просто как-то... Ну, политика в смысле, политика в чем там заключалась, которую ты... Ну, ценовая политика в том числе. Вообще, в принципе, то, что я послушал, что говорят ребята, другие профессионалы, ну, меня не устраивает подход. То есть, ну, это нюансы, о которых я не хотел бы говорить. Ну, понятно, Вот. что... Просто как бы, ну, потому Каждому что... зачем? свое, если там кто-то тоже почувствует, он может Да. найти. Ну, а еще две площадки. На одной там строился какой-то большой объект, еще какой-то громадный, 2 объекта больших, и там, я так понял, бригады были набраны. Вот. А здесь, получается, Сережа позвонил, ну и, в общем, ну я и пришел. Вот так. Ну, не жалеешь, что как бы уже отработал, получается, я не знаю, на крыше, да, в Казани, ты же ее тоже участвовал.
И сейчас вот, то есть получается ли заработать, да, при условии том, что все-таки объект довольно сложный. Сейчас пошли у тебя детали, да, постенбим, все соединения, подкосы там и так далее, там сочленения вон, в шип, пас-шип там. То есть как вот удается заработать, то есть нет такого, что, скажем, не хочется там уже все, хочется бросить, так сложно, так как бы муторно все это. Нет, ну я просто такой человек, что если я уже берусь делать, то я делаю, даже несмотря на то, что там по выхлопу я где-то могу проигрывать. Но на данном срубе пока что так получается, что ну хватает. Хватает так, чтобы заработать. И то есть еще сделать раз хорошо. подчеркну, да, извини, подчеркну, что здесь деревня, да, и надо построиться, я так понимаю. То есть построиться раз, продукты, хотя мы выращиваем, но все равно не хватает какие-то купить, ну, два. конечно, да. Вот, то есть здесь немножко по-другому все строится, нежели если бы ты в городе жил. Конечно, конечно. Не, здесь немножечко поменьше затрат на продукты. Ну так, как сказать, немножечко, процентов на 30. Вот, потому что что-то с огорода, что-то какие-то закруточки, баночки. Вот. Ну и получается еще, пока ты находишься здесь, тратишь меньше, потому что живешь дома, у тебя получается больше откладывать. Больше откладывать и сразу вкладывать в дело. Но если ты строишься, то сразу вот я пиломатериал покупаю, там еще что-то, какие-то другие материалы для строительства. Не сильно ли отразилась нынешняя ситуация на покупку тех же материалов? То есть сейчас, видимо, уже все маленько подороже Сильно стало. отразилось. А наш с тобой договор по деньгам, он как бы остался на том же уровне. Но отразилось, потому что цены поднялись процентов на 30 на какие-то материалы, какие-то процентов на 40. Вот, ну, это ж рынок, его не угадаешь. Он то вверх пошел, то вниз. Вот. Но сейчас он стремительно вверх пошел. Ну, что поделать. Так, такие нюансы. Ничего, будем ценник закуп поднимать, и у ребят тоже будет рынок вверх расти. Про какие ты говоришь? А вот у нас был стык-то вот этот вот. Ну вот он один. Сочлененка. Ну, полезный Вот туда. один. Здесь, Серега. Давай, наверное, сюда. Сейчас вот этот стык ребятам покажем. Это наша запатентованная технология, которая появилась на Читинской беседке в прошлом году. Значит, я нигде не видел, чтобы кто-то такое делал. Может быть, кто-то и делал, но как бы я решил все-таки отснять, показать, что мы придумали. Значит, это соединение придумал я и Давид Кастро для того, чтобы доращивать бревна. Ну или там соединять, сращивать там и прочее. Вот Васек сделал сейчас два выноса. Вот один. И, соответственно, второй. На втором столбе выходит. Васек, расскажи, насколько сложно, долго, так скажем, ну, вообще имеет ли место быть данное соединение? Нет, В чем плюс, минус? Само соединение очень хорошее в плане того, что как оно работает, чисто по функциональному назначению, соединение само классное. То есть в данном случае здесь у нас большой вынос слеги. Вот, сколько он? 3,5 метра. И если бы он держался здесь на одной получашке, то было бы соединение очень слабое, особенно вот от этого шатания. А так получается, мы когда засунули уже сюда его вовнутрь, зафиксировали, оно стало очень жестко держаться. То есть функционально замечательное соединение. Мне очень понравилось. Вот. И по поводу сколько делать, ну, самое сложное здесь это проштробить. То есть само соединение, сама вот эта палка, она несложно выпиливается, вот это. Угу. А вот выштробить вот это, вот выдолбить все, убрать, поднутрить немножечко там в углах. Ну, да. Чем делаешь? Чем массу выбираешь? Массу я выбирал теслом. Все вышибал теслом, то есть нашинковывал, такую вермишель делал и все теслом вышибал полностью. Вот.
Ну и уголки там уже оставались, я внутри просто носиком пилы подработал, и все. Вот такие дела. То есть здесь еще раз акцентируем, когда лежит получашка, вот так вот, Да, мы, ну, во-первых, у нас скрайбинг, и когда бревна потом, ну, все табы, площадочки опорные подпиливаются, происходит проседание, где-то, опять же, шпилька чуть-чуть, ну, рассыхается бревно, шпилька отходит, прослабевает. да. И происходит отхождение вот этой получашки, выноса от сруба. Соответственно, вот здесь сейчас было применено вот такое вот соединение шипованное. Хорошее соединение. Вот. И рабочее соединение. Но вот оно еще у нас в несколько, то есть оно универсальное. Это соединение можно, Васек, на самом деле его же можно также, вот как вот это в получашку, да, вот здесь просто шип, Да, ну, шпилька, да, стоит. да. Здесь можно также делать, всовывать. Можно. И, допустим, с паксами прикручивать, без Можно. шпильки, Да. соединять. Мы делали, помнишь, Серега, как-то в Питере просто ласточку, вот так вот здесь, которая скалывалась все время, как-то вообще непонятно, как держалась. Шляпа была. Не, вот эта штука себя очень хорошо показывает. Вот мы срастили две здоровые палки 52 диаметра. Вот. И... Это мы еще сейчас покажем. Да, скрутили, но только там шип, конечно, большой. Я сделал там его 26 на 22. Вот, соединение проштробил тоже. Вот, и оно зашло прям, здесь важно еще сделать плотно. То есть, чтобы оно не люфтило внутри. То есть, вот оно зашло у меня, я его прям забил туда кувалдой. Вот, вовнутрь. Не расколешь ты вот это? Нет, ну вот это все в пределах. Это же не то, что туда забиваешь дури, да, со всей чтобы? дури, чтобы его расклинивало. Нет, вот оно заходит и чуть-чуть в натяг заходит. Тут надо вот грамотно поймать. И потом чуть-чуть ты его добиваешь, оно туда раз, и оно прям стоит везде в распор. Вот. И держится очень хорошо тогда. Потом еще с паксами скрутили, стянули еще дополнительными стяжками, когда поднимали эту массу. И вот сколько, 9,5 метров, шип 1,40 м, даже чуть поменьше, держит замечательно. Вот. Ну это еще покажем, там сейчас Да. как раз он. Но важно Процесс. сделать так, чтобы плотненько он был. Что если малейший люфт, Это, ослабевает. это еще раз об универсальности этого соединения, что у нас первое, это мы можем простые получашки соединять бревна, закручивая тут с паксами, допустим, или же также шпилька, вот как здесь вот у Васи, то есть просто стандартные наши получаши соединяем на это соединение. Второе, это удлиняем, делаем из шестерки длинномер, то есть можно добавить там 1,5 метра, вот как на Латвии мы сейчас делаем, тоже где-то надо семерку, допустим, ну что, Да. ты же не будешь там, их и нету, да, таких палок, вот, то есть сложно достать, поэтому хоп, там 2-метровку ты взял, нашел, там 1,10 м, допустим, засунул на шип, у тебя торчит там сантиметров тоже метр, там, да, где-то примерно, вот тебе длинномер уже, семерка получилась. И что у нас еще? Вот такое вот укрепление, так скажем, да, выноса. Вот знаешь, что у тебя есть определенное заболевание, так скажем, вот. И зрители, наверное, тоже уже заметили, как бы немножко по движениям у тебя скованность такая. Вот. Расскажи, что это и вообще как ты преодолеваешь все эти трудности и делаешь вот такую красоту, да, так скажем, вот с такой вот фигней. Знаешь, иногда сам не знаю, как это получается. Просто, здесь нет какого-то ключа там, которую там вот... А ты расскажи, что это? рассказал Потому секрет. что это редкая какая-то штука. Эта штука называется болезнь Бехтерева. Вот, и это когда заболевание связочного аппарата, то есть сбой в иммунной системе, аутоиммунные заболевания. Вот, То и есть все же было нормально. Ты в детстве, я тебя помню, ты вообще абсолютно нормально. но это случилось, когда? Это случилось в 2016 году, в начале года. Вот. То есть произошел глюк такой, что... В системе. Да, в системе, что у меня те гормоны, которые должны вырабатываться организмом, определенный гормон, вырабатываемый надпочечником, перестал вырабатываться нормально. Произошел аутоиммунный сбой, и, иммунитет сейчас вырабатывает антитела, которые начинают уничтожать связочный аппарат. Вот. И у меня в данном случае их там куча разных заболеваний, нюансов.
при подобных сбоях. Но в моем случае получается так, что у меня цементируется и деревенеет именно позвоночник, шея там и все. То есть Вот. постоянные препараты, да? То есть, ну, я так, во-первых, как бы, да, это, ну, определенное питание, это, конечно же, БАДы, витамины. И из медикаментов я принимаю только те, которые, ну, немножко облегчают, потому что сидеть на жестких медикаментозных дозах я не предпочитаю. То есть, и получается у меня гимнастики, растяжки, зарядки, движения, вот, и плюс какая-то вот такая нагрузка, то есть, и На гимнастику сколько времени уходит в день? вот. Ты знаешь, я не то чтобы прям... Есть люди, которые часами, по идее, надо час минимум заниматься. Ну, у меня где-то полчаса уходит. У тебя здесь гимнастика, Вот. да, я так понимаю, еще? Ну, и здесь тоже, да. Но здесь как бы оно... Там, видишь, и вечером я прихожу и растягиваюсь, потому что у меня все спрессовывается за день. А вечером прихожу, растягиваюсь, турник. Обязательно надо прогреть все. Все, что зацементировалось там за день. Понаклоняться, то есть постоянное движение должно быть. То есть нельзя ни в коем случае останавливаться никогда. Движение Вот. это жизнь. Да, движение это жизнь. Но самое главное, я понял, что нельзя никогда держать в голове, если ты хочешь как-то функционировать, работать и приносить пользу этому обществу. Нельзя никогда держать в голове то, что ты прям чем-то болеешь. То есть у тебя настрой, что ты здоров. То есть это как бы фоново. Ты понимаешь, да, что какие-то проблемы, но твой компьютер не должен постоянно фиксироваться, да, сознание не должно фиксироваться на том, что ты болеешь. Вот. И это очень помогает. Это помогает и в настрое, а настрой это 50% работы. После того, как ты настроился, да, и так далее. Вот. Ну а дальше, видишь, уже опыт большой, навыки есть. Да, конечно, выхлоп не тот, как раньше. Я так много не могу трудиться. То есть и энергоресурсы затрачиваемые. Раньше, допустим, надо было там поспать 5 часов, чтобы восстановиться, сейчас чуть подольше. Но в целом так. В целом, вот мы видим, что как бы выходит. Причем вы так, я так понял, сначала-то вообще вдвоем, да? Сначала вдвоем, да. Вот, Но то мы есть, сейчас по вдвоем сути, будем как работать. бы, ну, ребята сделали этот сруб вдвоем. Так, сейчас подожди, я еще подложу. Ну вот, это вот у нас как раз из темы соединения шипа. Тут даже вообще не видно, что она срощенная. Да. Вот здесь на торцах тут какие-то как будто трещинки. Ну То вот, есть- важно согнать. Важно было согнать ее вот плотненько прям. Еще один вариант вот этот применения, да, то есть когда мы хотим, чтобы у нас два комля были в разные стороны, вот здесь, например, на фасаде, мы представляем, даже мы если найдем длинномер и положим, у нас с одной стороны будет только комель. То есть как бы красота будет только с одной стороны и будет как бы такая некая дисгармония. Сейчас мы вышли из этой ситуации, и у нас получилось, что два классных комля будут Да, симметрично с двух да. сторон. В таких случаях вот это соединение просто шикарно себя показало. Работает отменно. Если единственное, что для таких больших палок я бы, конечно, использовал, ну, тут коротковато все-таки вот эта вот часть. Мгм. Сам шип подлиннее, типа. Сам шип я бы сделал вот еще сантиметров 30. Я бы сделал его подлиннее. То есть здесь он сейчас 1,34 м, по-моему. Хотя бы Ну, там 1,50 просто м. регламент того шипа, то есть там уже как бы дальше как бы и некуда. То есть там у нас стоит столбик. Но если он глубокий, то он бы все равно работал. Он бы все равно работал. Вот. Тут-то что, тут зашлифовалось бы, эту часть не видно. Вот. Здесь столбиком бы закрылось, а тут бы было такое соединение. Оно бы работало хорошо. Вот. Ну, и дальше, я думаю, знаешь, еще какой нюанс? То есть можно делать как брусовые соединения, вот эти, помнишь? Они делаются не просто, как у нас здесь вот ровно вот так, там в глубине, да, шип проходит сейчас. Ага. А делается вот так вот, немного наискосок вот так. Тогда вот эта часть, она вообще... её вообще Ну, как и сложно. в данном случае тогда лучше вот так ее чуть-чуть делать. То есть, чтобы когда ты ее туда засовываешь, чтобы у тебя работал клин, ну, и чтобы на разрыв А она тогда на работала. отлом будет, видишь, что если так вот ее вести, то она, если где-то в фуре или еще где-то, она может отвалиться. Но она на отлом будет, если ты близко. Если она где-то вот у тебя чуть повыше, да, тогда нормально. Ну, ты имеешь в виду, чтобы на раздвиж, да? Чтобы она на раздвиг работала. Так она, понимаешь, у тебя вон там скошенная часть.
И она раз как бы туда заезжает вовнутрь. И она держится хорошо тогда. Ну, как Разрыв. ласточкин хвост. типа. Как Ну, ласточкин короче, есть хвост, да. варианты, как угодно. Можно Да. вот так, это для усиления бревна вот этого. То есть он как бы будет более мощный. Брусовое соединение, как мы, помнишь, делают чик-чик, вот такой хоп Да, наискосок. да. И второй вариант лапный, вот как Василий говорит, но тогда здесь побольше массы, потому Да. что это просто может... Ну, побольше массы, Сколоться вот так по подзаглубить волокнам. побольше. На больших диаметрах можно здесь больше заглублять, это не страшно. Ну и работает стяжки. То есть сейчас что произошло? Сейчас он загнал шип вовнутрь с паксами 40-ми, стянул 6 штук тут, да. и ленточками стяжными еще зафиксировал. То есть сейчас он просто берет эту 9-метровку, да, сколько? 9,40. Да, Просто палка. берет краном, монтирует, делает с ней, как говорится, что хочет, вот затесы, все там причерчивает. Очень удобно. Это удобнее, чем по отдельности бы было это. А так как цельная палка, ее и размечать удобнее, и все. Спасибо, Васек. Сильно долго не буду, а то холодно. Хорошо. Зрителям пожелаем, чтобы двигались побольше, Да. Двигайтесь больше, верьте в себя улыбайтесь и чаще. себе. Да, Вот. в такое время это очень важно. Да. Всем пока. Всем удачи.